Всем привет, меня зовут Макс, это мои очки DJI FPV второй версии. И сегодня я расскажу про антенны, что я хотел выяснить, и донесу эту информацию. Может быть, кому-нибудь будет полезно. Значит, приходят они со стандартными антеннами, вы все их видели, такие длинные. За это их называют рога. Они неудобные, не влезают в стандартный чехол. И подразумевается, что вы должны их, видимо, откручивать, и чтобы они туда поместились. Это неудобно. Что народ рекомендует? Народ рекомендует ставить стаббики. Стаббики — это такие короткие антенки. Я выбрал от TrueRC, заказал. Вот. И кто-то там писал, что они должны, с ними должно быть лучший прием. Ну, исходя из того, что стандартные антенны под 2.4 и 5.8 сразу двухдиапазонные идут, может быть. Потому что там они сделаны еще под FPV-дрон, который должен летать по всему миру, а по всему миру не везде разрешено 5.8. А эти чисто под 5.8, то есть теоретически должен быть лучший прием, но по факту чуть позже. Значит, стабики я заказал, стабики поставил. С ними они сразу становятся аккуратненькие такие, и выглядит круче, и в чехол влезает. И для дальнолетства заказал вот такой патчи, они, по-моему, называются патчи антенны. Это такая целая рамка. Здесь направленные антенны в районе глаз стоят. Вот, с этими патчами сразу второй вопрос, куда вкручивать. Потому что в первой версии очков была одна конфигурация, по-моему, даже, может быть, менялась, я точно не помню. То есть непонятно, куда прикручивать эти патчи. В первой версии очков там приемники и передатчики, там антенны сами как-то переключались. В этой версии очков зафиксировали четко, вот здесь вот у нас приемники по диагонали, здесь у нас передатчики. И мне было интересно, куда лучше все-таки вернуть, чтобы это все-таки как-то работало. И я решил проверить таким образом. Я выхожу в поле, включаю минимальную мощность и улетаю далеко. Далеко, насколько позволяет аккумулятор и насколько позволяет сигнал. Там, где будет отваливаться сигнал, значит, это будет метка. Вот здесь вот эти антенны уже не вывозят. Возможно, это неправильно, возможно, с точки зрения какой-то радиофизики, там если как радиосигнал, какие-то препятствия проходят. Но в моем случае довольно сложно подобрать такую локацию было, чтобы и какое-то препятствие. Но я считаю, что лучше я проверю хотя бы так, а там будет, может быть, что-то интереснее придумается. Значит, улетаем далеко, улетаем сначала на стандартных, потом улетаем на стабиках, потом с патчами пробую сначала просто рядом воткнуть, потом по диагонали там на приемнике. В общем, я сейчас все это покажу. Затем я хотел проверить после 20 милливатт поднять мощность до 200 милливатт и посмотреть уже на более высокой мощности, но получилось так, что я отлетал настолько далеко, что сигнал не терялся, а по аккумулятору уже надо было возвращаться, поэтому я решил, что оставлю на 25 милливатт, и хоть какое-то понимание будет на более высокой мощности, уже совсем другая история начинается. Взлетаю на стандартных антеннах, сразу прошу прощения за качество картинки, это не было нано-камера, поэтому на этом дроне она у меня установлена, и качество картинки не самое лучшее. Смотрим на уровень сигнала, видим, что на стандартных антеннах почему-то он начинает сразу падать в единицу. Сигнал — это как раз индикатор в левом нижнем углу на очках. Вот начало этого поля — это примерно 400 метров. Здесь уже битрейт падает, и сигнал падает тоже на минимум. Так, и вот так оно летит. Можно еще было ориентироваться на задержку, третий показатель, но задержка у меня никогда не превышала там 50 миллисекунд плюс-минус, то есть битрейт падал до единиц, я начинал разворачиваться именно в том месте, где уже было мне некомфортно лететь, но при этом задержка никогда не превышала каких-то пороговых значений. Давайте перемотаем чуть вперед, то есть уже видно, что сигнал в единице, и чисто я ориентируюсь на битрейт. Вот здесь вот уже примерно 1,5 километра. Видно, как битрейт падает до единиц, картинка сыпется, фокус мод включен, центр картинки еще просматривается, края уже нет. И периодически пропадает даже центр картинки. Здесь я решаю уже развернуться, хотя в принципе можно было долететь. Это примерно 1,8 километров, плюс-минус где-то 1,8-1,9. При развороте битрейт еще хуже становится, то что антенна, оказывается, закрыта была батареей.
Прошу прощения, со стаби видео получилось оборванным, то ли я нажал на кнопку, то ли очки заглючили. Если ориентироваться на уровень сигнала, то здесь он хороший, до самого поля, до 400 метров он держится, хотя на стандартных он почему-то падал, не знаю, с чем это связано, но вам придется мне поверить, что отлетал я примерно до того же расстояния, 1,8 километра плюс-минус, особой разницы не увидел, возможно, даже чем-то было хуже. Здесь я лечу на патчах iFlight, они воткнуты в верхние разъемы, один к приемнику, другой к передатчику на одном уровне. При подлете к полю сигнал также падает битрейт, и я на них отлетал те же примерно 1,8 километра. То есть особо какого-то преимущества мне это не дало. Вот как вы видите, битрейт уже падает до единиц, и когда уже 0,6 мегабита, уже кажется, что лететь невозможно, но, как видно, задержка все-таки позволяет лететь, хоть и с такими жесткими пикселями. Сейчас, когда картинка начнет рассыпаться, я начну разворачиваться. Мне кажется, что это уже все, но в принципе еще можно было подальше протянуть. Ну вот уже сильно некомфортно лететь, я решаю развернуться. Хотя можно было протянуть, но это уже не серьезно. Все, возвращаемся. Дальше у нас другая конфигурация. И здесь я лечу на патче iFlight, которые подключены оба к ресиверу, то есть к приемнику. Эту конфигурацию мне подсказали в телеграм-чате, я решил ее проверить. То есть стаби у нас идут на передатчик, а патчи чисто на приемник. И вот здесь при подлете к 400 метрам, мне кажется, что вообще стало намного лучше. Сигнал держится на тройке. Хотя битрейт также падает. Вот он, все-таки видно, что чуть-чуть получше. 40 мегабит здесь еще не было. Сигнал на цифре 3. То есть это означает, что все, вот он падает на двойку, это значит, он уже красный. И здесь все как обычно. Мотаем вперед. Вот здесь у нас примерно 1,5-1,6 километра. Видно, что битрейт еще держится. Видно, что битрейт падает в единицы, но периодически картинка становится чистой, чего не было на антеннах другого типа. И здесь я уже улетел за 2 километра, там, по-моему, 2400 было. По-моему, 2400 против 1,8, это плюс где-то 400-500 метров. До дороги на других антеннах я не долетал, и показалось, что это единственные антенны, на которых я улетел чуть подальше. Ну, на развороте, понятное дело, у меня антенна закрыта батареей, и картинка сыпется, что мне аж приходится подняться выше. На всякий случай. Вот, сейчас я расскажу, какие же я выводы сделал. Вы можете с ними не согласиться, можете их подкорректировать, кому интересно. Мне просто интересно разобраться, чтобы убрать всякую бесовщину, когда покупаешь различные девайсы, чтобы было лучше, а на самом деле по факту лучше-то и не становится с технической точки зрения. Значит, первый вывод. Стандартные антенны нормально вывозят. Они отлично вывозят их. Если вас не смущает их размер и внешний вид, смысла их менять нет, потому что на них летали, по-моему, на 12-13 километров. Вот. Сейчас все летают в FCC, никто не летает на 25 милливаттах, поэтому пытаться что-то там выиграть по дальности, ну бред. Ограничение аккумулятора такое, что вокруг себя летать без проблем можно, даже особо головой не крутить. Второе. Стабики — это в нашем случае тупо удобство и красота. Особого профита они не дадут. Патчи. Лично я сделал для себя такой вывод, что на этих очках, вот если втыкать их в приемники чисто в RX, да, то они работают лучше. Но это, опять же, один тест в моем случае. И лучше, конечно, перепроверить. Еще немного про доработки моих очков, что я вообще с ними делал. Это поменял ремешок стандартный, непонятный, какой-то через голову, на вот такой iFlight обычный, тянущийся, очень удобно. Чем он мне понравился? Тем, что он идет с таким крепежом под ремень, сразу с прорезью, то есть можно взять, вставить ремешок и закрутить, если при желании, поменять на другой. Они тупо выкручиваются, вместо стандартных вкручиваются, и все хорошо. Купил на Алиэкспрессе.
Еще на Алиэкспрессе заказал губку, которая прижимается к лицу вместо стандартной резиновой. Стандартная резиновая, в принципе, мне было норм, единственное, что небольшие засветы по краям. Все зависит от лица. На этой у меня губке нету никаких засветов по бокам, но она стала чуть-чуть подальше от лица отводить очки, из-за этого небольшой расфокус по краям. Мне приходится сильнее придавливать очки резинкой. Меняется она очень легко, на липучках просто отрываете, прилепляете, все. В остальном больше никаких доработок у меня нет. На этом у меня все. Я для себя какие-то выводы сделал. Надеюсь, кому-то было полезно. Всем пока!